Ну что, физкультурник, привет. Итак, Open 2026. Мы уже вовсю в нем. Он уже начался, он уже идет. Первым метком он уже был. Надеюсь, ты его уже сделал. Я его уже сделал. Как и что, расскажу чуть позже. А прежде чем мы начнем, как всегда, друзья, обязательно поставь лайк, подпишись. Тебе не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, погнали. Итак, друзья, у нас был небольшой перерыв на сирену, мы вернулись, итак, продолжаем. Open. И значит так, большое напоминание для тех, кто этого плохо помнит, или для тех, кто этого не знает, друзья. Open — это первые соревнования в серии соревнований, которые в конце концов приведут самых лучших атлетов, это элитных атлетов кроссфита, на CrossFit Games. Да, туда попадает приблизительно 1% от всех участников, которые начинают делать Open. Окей, у нас есть 4 соревнования, это Open, а после этого есть у нас Quarterfinals, после этого Semifinals и последнее это уже сами игры. Вот. И есть определенный процент людей, которые отбираются на каждое соревнование после каждых соревнований. Да, есть определенный проходной процент, который нужно пройти для того, чтобы пройти на следующий уровень. Вот. Итак, как я сказал, 26.1 мы уже сделали, он был в пятницу у нас, вышел он в четверг, по американскому времени мы его делали в пятницу у нас в боксе. И что я могу сказать? Конечно, Кастро, как всегда, умеет сделать так, чтобы люди очень сильно страдали на опенах. То есть ноги были убиты. Если честно, я хоть сегодня уже и вышел побегать немного и поделать какие-то упражнения на ноги, но квадрицепсы мои до сих пор болят после этого опен. Я думаю, что я не единственный такой. Уверен, что есть люди, которым это было достаточно легко и просто, или просто которых не болели так сильно, крепатуры как таковой нету, но при этом ноги реально болят. Квадрицепс просто умер. Вот. И вот сегодня уже какой у нас день с пятницы прошел. Сегодня у нас уже понедельник. И ножки еще побаливают. Хотя сегодня я уже смог побегать и поделать какие-то на них упражнения. Ну, друзья, те, кто не слышал, не видел или пропустил, или вдруг забыл по какой-то странной причине, напомню, это были wallballs и прыжки через тумбу. Ну, там еще были зашагивания через тумбу с мячом, но это так, ерунда уже по сравнению со всем остальным. Вот. Поэтому, кто хочет, зайдите в интернет на crossfitgames.com, там посмотрите, там есть написано, что и как нужно сделать. Очень гадкий, скажу вам, очень гадкий, особенно с моей большой любовью в кавычках к wallballs. Это очень гадкий для меня был меткон. Я его сделал. У меня даже была гадкая мысль его переделать сегодня, но так как у нас, я уже сказал, немножко войнушка тут идет, и боксы закрыты, переделать не получится. Почему я хотел переделать? Для того, чтобы улучшить свой результат. Потому что, по большому счету, как бы с одной стороны, я, да, дошел до того количества, даже не количество, а до того уровня в упражнениях, до которого хотел. Да, то есть там оно все идет по ступеньке такие нарастающие, как пирамида. И я дошел до туда, докуда я хотел, с одной стороны. Но с другой стороны, общий результат, он получился достаточно небольшой, такой очень-очень средненький. Да, у меня очень пошло оно сложно. У меня в какой-то момент ноги схватились так, что я даже не мог выполнить больше 2-3 волболов подряд, потому что ноги просто уже не двигались. Но, к сожалению, что есть, то есть. И нужно больше тренироваться, значит. Я как бы не жалуюсь, не подумайте, не дай бог, да, я просто констатирую факт. То есть у меня оно пошло, с одной стороны, я дошел до того уровня, который я хотел, с другой стороны, общее количество было маленькое, хотелось бы, ну, если бы я сделал, скажем так, еще хотя бы 30-40 повторений, я был бы намного больше доволен. Но, в общем-то, нормально, что есть, то есть. И с этим мы будем идти вперед и дальше тренироваться, и двигаться, и пытаться в следующий раз сделать это еще лучше. Друзья, есть такие люди, знаете, которые думают, делать, не делать, зачем оно мне надо, я все равно не соревнуюсь, я все равно не это. Относитесь к опенам не как к соревнованиям или как к тому, что вы собираетесь дальше что-то делать и там дальше участвовать там в геймс или еще что-то. Нет. Сделайте для себя open как точку проверки, чего вы достигли за этот год. И когда вы из года в год это делаете, они сохраняют все таблицы, все ваши результаты, и вы можете видеть, как вы растете из года в год. Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые
видят это также и в своем комьюнити, в своем боксе, что они становятся чуть лучше, чем кто-то другой, кого-то догоняют, кого-то перегоняют, где-то там у них есть чем сравнивать. Но поверьте мне, сравнивать себя, там, грубо говоря, со 100-200 человек, которые у вас в боксе, и вы с ними соревнуетесь, они соревнуются, делают ту же программу и тоже растут с вами. И разницу эту можно видеть или очень сильно, если у вас действительно хорошая расположенность к этому, или совсем маленькая, и вы непонятно, как вы продвинетесь, потому что они же тоже продвигаются, в общем-то, да. И совсем другое, когда вы сравнитесь против нескольких сотен тысяч людей, которых вы не знаете, люди, которые занимаются по разным программам, по разным подготовкам идут. И из года в год видеть, как вы, да, продвигаетесь вот в этой куче народа и двигаетесь все время вверх, и понимать, что вы, да, чего-то за этот год достигли, вы, да, продвинули своих тренировок, вы, да, стали лучше, это совсем другой уже рассказ. Поэтому обязательно, друзья, делайте Open. Это классно, это прикольно. Это просто понимать, где вы находитесь по отношению ко всему миру и как вы продвигаетесь в своих тренировках. Это очень хороший такой, как он называется, ну, точка отсчета такая очень хорошая. Вы можете это всегда проверять и быть уверены в том, что насколько вы продвинулись или не продвинулись, просто вот к этому глобальному количеству народу. Поэтому делайте. $20 записаться — это не такие большие деньги для того, чтобы говорить, нафиг оно мне надо, я все равно не участвую в играх. И мне все равно пофиг на соревнования. Ну и хорошо, пофиг. Но это весело, это прикольно, и вы можете очень хорошо в этом отслеживать свой прогресс. Поэтому обязательно это делайте. Итак, народ, на этом, я думаю, мы это видео будем заканчивать. Да, кстати, я пытался записать честно видео, то, как я это умирал, там я пытался записать, но я был уверен, что я нажал на плюсик, то есть на запись, а у меня почему-то оказалось, что телефон выключен, и у меня видео не вышло. Я очень расстроился, и, к сожалению, видео по этому поводу не вышло, но я могу сказать, что мне было тяжело, и я там очень сильно вздыхал. Надеюсь, что со вторым такого косяка у меня не будет, и я его выпущу уже. В эту пятницу у нас уже, надеюсь, с войной мы закончим и сможем сделать. А если нет, то, надеюсь, мы какую-то комбину провернем, чтобы все равно это сделать. По крайней мере, те, кто официально участвует, как я. По крайней мере, те друзья, которые официально участвуют, как я надеюсь, мы все-таки что-то сможем с этим сделать. И на этом, друзья, я думаю, мы будем прощаться. Ждите следующего видео на 26.2, как я там умирал уже. И представите, как это было у меня в 26.1. Окей? И так что, народ, как всегда, не забудьте поставить лайк и подписаться. И увидимся в следующем видео. Пока. Да пребудет с вами сила, друзья.